Как бы грустно не было осознавать, вранье является неотъемлемой частью нашей жизни. Даже люди, которые мнят себя правдорубами, часто не договаривают, чтобы избежать конфликта или выставить себя в более выгодном свете. Я соглашусь, это во многом облегчает наше взаимодействие с окружающими и позволяет комфортно чувствовать себя в обществе. Однако в чем причина того, что мы часто врем без повода? Спойлер, она не одна. В конце видео также расскажу вам о том, как общаться с лжецами, так что досмотрите это видео до конца. Итак, 6 причин, по которым люди врут, даже если в этом нет необходимости. Ложь кажется единственным выходом. Эта причина является одной из главных. В таких ситуациях человек считает ложь самым простым и безболезненным решением проблемы, особенно если она помогает избежать ответственности или негативных последствий. При этом никто не учитывает, что в случае раскрытия правды последствия становятся еще более тяжелыми, чем могли бы быть изначально. Также не стоит забывать, что отношение к проблеме у двух людей может быть абсолютно разным. Например, вы считаете ее серьезной, а ваш друг недостойный внимания. В этом случае вранье становится напрасным хотя бы потому, что последствия правды не так страшны, как вы себе надумали. Правда означает потерю контроля. Иногда вранье используется в качестве отличного метода давления или влияния на окружающих. Люди, которые это делают, считают, что их обман звучит убедительнее, чем правда, а потому позволяет контролировать сложившуюся ситуацию. Начав врать, не получается остановиться. Ложь похожа на снежный ком. Чем больше мы врем, тем сложнее и запутаннее становится история, и тем труднее начать говорить правду. Вначале ложь кажется вполне безобидной и незначительной. Но это чувство сохраняется ровно до того момента, как мы начинаем подкреплять ее, добавляя все новые и новые детали. Кажется, что стоит признаться в одном неправдивом эпизоде, как сразу обнаружится и остальная ложь. Таким образом, мы оказываемся заложниками собственного вранья, когда приходится лгать даже против своей воли, а иногда и здравого смысла. В этой ситуации очень важно вовремя остановиться и признаться, что мы солгали, иначе крохотный снежный ком рискует превратиться в огромную лавину, сбивающую с ног. Неосознанное вранье. Это характерно для стрессовых ситуаций, оказываясь в которых люди не понимают, что они говорят или делают. В такие моменты включается режим выживания, и первоочередной задачей становится спасение самого себя. А о том, врал человек или говорил правду, он вообще не думает. Более того, в большинстве случаев он искренне верит в собственную ложь, особенно если ему это удобно. А после того, как опасность проходит, люди даже не вспоминают своих слова, мотивируя это тем, что находились под влиянием стресса. Ложь из вежливости. Такой вариант лжи является самым социально приемлемым. Даже если вы максимально прямолинейный человек, не скрывающий своих мыслей и чувств, хорошее воспитание и тактичность вряд ли позволят вам честно сказать, что блюдо, которое вы попробовали в гостях у родственников, невкусное. Скорее всего, вы просто промолчите или начнете хвалить кулинарные способности хозяйки, с улыбкой пытаясь прожевать кусок мяса, который больше напоминает подошву. В этом случае вранье является хорошим способом избежать конфликта или некрасивой ситуации. Прослыть грубияном среди знакомых не хочется никому. Подобная ложь, к сожалению или к счастью, является частью жизни в обществе. Мы врем из-за того, что боимся заслужить неодобрение окружающих, опасаясь, что правда выглядит непривлекательно. Нам хочется, чтобы нас ценили, любили и уважали. Патологические лжецы. Стремление постоянно врать, даже когда в этом нет никакой необходимости, зачастую формируется в детстве. Всему виной нездоровая обстановка в семье ребенка, когда один или оба родителя отрицают действительность, либо неадекватно реагируют на правду, звучащую из уст чада. Например, ребенок замечает, что мама часто игнорирует или обижается на правду. Зато, когда он врет, родители хвалят его. После нескольких таких ситуаций ребенок начинает ассоциировать ложь с правильным поведением, а через некоторое время этот механизм закрепляется и переносится во взрослую жизнь. Патологический лжец врет по поводу и без, а иногда придумывает собственную реальность, в которой он добился всего, о чем мечтал, и абсолютно счастлив.
Обиднее всего находить таких людей среди близких друзей. Не стоит думать, что они смогут сами измениться и перестать лгать. Синдром патологического лжеца – серьезное психологическое отклонение. Как общаться с лжецами? Чтобы не стало причиной лжи, обманщик всегда испытывает дискомфорт, когда говорит неправду. И здесь самым главным является реакция окружающих на его слова. Если собеседник в ответ на вранье начинает повышать голос и говорить «хватит выдумывать», «опять ты мне врешь» или «я все равно выведу тебя на чистую воду», у лжеца автоматически включается защитная реакция. Появляется страх выглядеть обманщиком в глазах знакомых. Но вот парадокс. Вместо того, чтобы признаться во всем, лжецы прибегают к еще большему вранью, стремясь доказать, что им можно верить. Если вы хотите узнать правду и мотивы поступки человека, постарайтесь избегать агрессивных нападок и обвинений. Для начала выясните причину, по которой ваш друг, коллега, родственник врет. Задайте ему наводящий вопрос. Почему ты хочешь, чтобы я поверил в это? По какой причине эта ситуация так важна для тебя? Или почему ты боишься доверять мне? Так вы сможете снизить градус напряжения и сделать общение более искренним, непринужденным. Проявите эмпатию и расположите человека к себе. Ваша главная цель – показать собеседнику, что от правды мир не рухнет, а ложь не станет решением проблемы или панацеей от всех бед.